Что ж, в этом видео я покажу вам, как создать Telegram-бота, который получает текущую погоду по IP-адресу. Я сказала, стартуем! Москва, пасмурно 22 градуса. Юго-восточный ветер 6 метров в секунду. Время восхода и заката солнца. Давайте изменим IP-адрес на французский. Смотрим погоду. Париж, ясно, 19 градусов. Вот так это все выглядит с телефона. Итак, как же вы можете создать такого бота? Склонируйте репозиторий Shtosh WeatherBot и пройдите по инструкции в README. Спасибо за просмотр, следующее видео через год. До встречи. Ладно, давайте расскажу поподробнее. Данные о текущей погоде нам нужно откуда-то брать. Еще желательно, чтобы это было бесплатно. У сайта OpenWeather есть нужный нам API текущей погоды. Бесплатно можно посылать 1000 запросов в день. Кстати, если вы ищете какой-то Application User Interface для своего проекта, рекомендую этот репозиторий, ссылку оставлю в описании. Итак, для запроса нужны координаты и специальный ключ, который можно получить, зарегистрировав аккаунт. Но это вообще не проблема, зарегаем на временную почту. kaltubalma@vusra.com. rickandmortyadventures.com www.rickandmorty.com. Заполняем все это, соглашаемся со всеми рассылками как порядочные люди. Мы из компании Google, и мы будем использовать API для обучения и науки. Заходим в My API Keys и видим здесь тот самый ключ. На всякий случай еще можно подтвердить почту. Итак, давайте сформируем запрос. Я выбрал координаты Нью-Йорка, просто потому что хочу и могу. Вот такой JSON мы получаем. Посмотрим в более приятном формате. Здесь есть название локации, описание погоды, температура ее ощущения, скорости направления ветра, время восхода и заката солнца. Вы можете добавить атмосферное давление, оно представляется в миллибарах. Также можно распарсить часовой пояс и другие данные. Давайте сразу создадим супер-ультра-мега погодного бота. Настройте потом сами, пока нам нужен только токен. Из названия видео вы могли догадаться, что мы будем использовать язык Python и библиотеку IOgram. Я надеюсь, с установкой Python у вас не возникнет проблем. С IOgram тоже. Я много позаимствовал у проекта автора канала Digitaliziруй, ссылочку оставлю в описании. Проблема в том, что его проект предназначен только для macOS устройств, потому что координаты берутся с помощью инструмента командной строки Where am I. Также его скрипт просто выводит всю форматированную информацию в терминал, хотелось бы иметь интерфейс поприятнее. Я решил, что можно доработать идею и охватить максимальное количество пользователей, пренебрегая точностью информации. Итак, файл config.py содержит константы токен бота, ключ OpenWeather и запрос текущей погоды. Конечно, такие данные, как токены и ключи, нужно хранить в переменных окружения, но это pet-проект и деплоить я его не буду, поэтому особо не заморачиваюсь. Сначала нам нужно получить координаты. Для этого я создал отдельный модуль. Дата-класс содержит широту и долготу с типами float. По IP-адресу их можно найти с помощью ipinfo.io JSON. Получается вот такой ответ. Нас интересует ключ log, сокращен от location. Делаем запрос с помощью функции URL-open, модуля request, библиотеки URL-lib. Возвращаем словарь с помощью JSON-load. Функции получения координат парсим этот словарь и возвращаем дата-класс координат. Далее рассмотрим модуль API-сервис. В нем происходит вся суета с погодой. Что мы тут сразу видим? Температура измеряется в градусах Цельсия, чему соответствует псевдоним float числа. Как известно, градусы Фаренгейта были созданы только для того, чтобы Рэй Брэдбери смог красиво назвать свою антиутопию. В ответе API направление ветра дается в градусах. Я решил привести их в более удобный формат. Для этого я создал перечисление основных направлений ветра. Функции парсинга округление по 45 градусов выглядит таким образом. Делим градусы на 45, округляем и умножаем обратно на 45. Результат может округлиться до 360 градусов, поэтому обрабатываем этот случай. Все данные о погоде будут храниться в дата-классе. Как я говорил ранее, при желании вы можете добавить сюда остальную информацию из ответа OpenWeather, например, атмосферное давление, часовой пояс, минимальную и максимальную зафиксированную в данный момент температуру. В остальном ничего интересного в модуле не происходит, просто парсинг JSON.
В модуле Messages собраны сообщения для бота по командам. Сообщение о погоде содержит локацию, описание погоды, температуру и ее ощущения. Сообщение о ветре показывает его направление и скорость в метрах в секунду. Ну и сообщение о времени восхода и заката солнца. Здесь DateTime объект форматируется в часы и минуты, остальное в данном случае не важно. Нужно заметить, что при каждом вызове функции создается новый API-запрос. Почему это нужно заметить? Потому что сначала я сделал бота с одним запросом и недоумевал, почему информация не меняется через время. Потому что в идеале делать один запрос в 5 или 10 минут. За это время погода не особо меняется, да и данные OpenWeather тоже не обновляются каждую секунду. Следующий модуль inline клавиатура. Можно было сделать reply клавиатуру, но мне больше нравится inline. 3 кнопки для 3 команд. После сообщения погоды нам не нужно показывать ее кнопку. Такая же логика для всех других команд, кроме помощи. Для нее выводятся все 3 команды. Ну и в главном модуле бота присутствует стандартная настройка, хендлеры сообщений и колбеков для inline кнопок. Ничего сверхъестественного. Давайте запустим еще раз с новым ботом и ключом. Смотрим логирование. Все успешно запустилось. Пока что все работает. Давайте посмотрим по IP из Германии. Бывают такие случаи, когда запрос долго обрабатывается. Я не обрабатывал ошибки и не делал для них сообщений. Бот просто ничего не делает в таких случаях. Тыкнем еще раз. Франкфурт на Майне, ясно, 23 градуса. Как видим, все работает. Конечно, идеально было бы обработать ошибки, выдавать сообщения о них пользователю, но я посчитал, что уже и так хорошо. Ладно, и так сойдет. Как говорится, работает, не трогай. Также можно реализовать получение координат через отправление геолокации боту. Тогда получится в разы точнее. Впрочем, это уже совсем другая история. Что ж, спасибо за просмотр. Клянчить ваши отзывы, лайки и подписки не буду, вы сами знаете, что делать. До встречи.